Сегодня у нас с вами на обзоре вот такой вот автомобиль Lada Priora. И как обычно мы поговорим о плюсах и минусах данного автомобиля, в том плане, что стоит ли данный автомобиль покупать или нет. Решать, конечно, как всегда вам по этому поводу, покупать или нет, мы просто с вами об этом поговорим. Не забывайте в конце видео, когда вы все посмотрите, задавайте вопросы, подписывайтесь, задавайте вопросы, мы ответим на все, что вам будет интересно. Ну и давайте поговорим об этом автомобиле. Хотелось бы отметить плюсы и минусы этого автомобиля, но, к сожалению, как бы мне не хотелось сказать о плюсах этого автомобиля, язык у меня не поворачивается говорить. Ну, мы попытаемся, ладно. Единственный плюс этого автомобиля, единственный, конечно, один из немногих плюсов, то, что человек, который нам предоставил этот автомобиль, молодой парень, очень хороший человек, да, прекрасный человек, прекрасный парень, предоставил нам данный автомобиль. И огромный плюс то, что он этим автомобилем доволен. То есть, раз этого человека устраивает этот автомобиль, ну, это, естественно, какой-то плюс. Данная машина, ну, внешне вроде как-то она, ну, как-то, хоть как-то она смотрится. Опять же, почему она смотрится? Потому что поменена уже на ней оптика, как мы видим. Здесь стоит ее не родная оптика. Машина 2009 года выпуска. Такая оптика не ставилась на ней в 2009 году. Мы еще посмотрим с вами задние фары. Там стояли обычные простые фары. Ну, вот как бы вот так вот. Обратите внимание, какой здесь дополнительный. Здесь стоит 3 турбины, 3 турбонагнетателя суперские. Шучу, конечно, если там турбин нету и подавно не будет, иначе она просто не сдвинется, если туда 3 турбины поставить, она просто не поедет из-за веса. Ладно. Внешне, ну как-то она вот так вот выглядит. Если честно сказать, ну, поменять вот и фары, ну, это та же самая десятка. Особо в ней ничего не поменялось. Хотя завод-производитель говорит, поменяли более 1000 деталей, там много чего доработали. На самом деле каких-то явных изменений я в автомобиле не увидел. Ну да, та же самая десятка. Ну, не знаю, больше сказать особо нечего. Что теперь касается каких-то минусов. Один из минусов этого автомобиля является его тормоза. Если посмотреть, обратите внимание, что передние тормоза у него стоят дисковые. А задние уже стоят барабаны. Ребята, ну в 2009 году, ну блин, я не знаю, можно было поставить диски. Ну как-то надо идти даже в те времена, можно было идти как-то много со временем. Машины, которые выпускались иномарки, пусть самые дешевые, пусть самые говняные, но тогда уже выпускались дисковыми тормозами в 99 году. Эта машина была выпущена 10 лет позже. Ребят, ну что сложно поставить сюда дисковые тормоза, я не вижу этого, каких-то проблем. Тормоза на самом деле очень отвратительные, в том плане, что, ну да, наверное, себя машина сама повезет, а если будет один водитель, ну, наверное, да, она остановится. Если загрузить машину в багажник, что-то положить, какие-то сумки или посадить несколько людей, там, пускай впереди, 2 сзади, честно сказать, машина перестает останавливаться. То есть она невнятная, на тормоза она уже не... Теперь еще поговорим о моторе. Внешне так посмотрели, теперь давайте поговорим о моторе. Ну что, здесь стоит двигатель 1.6, 16 клапаны, хоть что-то здесь сделали, поменяли, это 16 клапанов поставили в данный двигатель, объем, как я еще рассказал, 1.6. Честно сказать, двигатель слабоват, хотелось бы немножко что-то пободрее. Один из плюсов данного двигателя и данного автомобиля, то, что в нем всегда что-то можно доработать. То есть автомобиль, как конструктор, всегда поддается каким-то доработкам. Если у вас есть свободные деньги, можете вложить, тут поставить определенные мозги какие-то очень умные, там, не знаю, программку неплохую. В принципе, она, конечно, поедет побыстрее. Вот смотрите, вот, я не знаю, ну, как-то вот так. Сейчас на место попытаемся поставить вот эту штучку. Она, наверное, вылетает, а не... Вот. Ну, в принципе, сам по себе мотор, он неприхотливый. По запчастям сказать, что дорого, ну не знаю, смотря с чем сравнивать. Но он не сильно дорогой, данный автомобиль, но если сравнивать с какими-то там дорогими иномарками, да, конечно, он будет, запчасти окажется дешевый. Если сравнивать с автомобилями более дешевого класса, там, не знаю, возьмем тот же самый Polo, Hyundai,
Ну, они примерно в одном порядке будут, да, запчасти по деньгам. Плюс-минус небольшая сумма, скажем так. Естественно, еще один из плюсов этого автомобиля, конечно же, цена. Я не буду говорить, за сколько он его купил, за этот автомобиль, но дешево. На самом деле, за такие деньги 2009 года какую-то иномарку, наверное, мы с вами не возьмем. Но я имею в виду хорошую, свежую иномарку, именно 2009 года, вряд ли мы что-то возьмем. За такие деньги мы возьмем где-то, наверное, год 2000, ну, плюс-минус там 2002 и так далее. Плюс-минус 2-3 года. Это один из также из плюсов данного автомобиля. Вот здесь какая-то у нас бутылочка лежит. Что-то хозяин доливает в этот автомобиль, не знаю что, но не просто так она здесь лежит. То есть понимаете, да, что о чем говорит данная бутылочка. Ну и отличие от десятки. Капот приблизительно такой же, но знаете что? В десятке, если кто помнит, стояли амортизаторы, по-моему, 1 или 2, я уже не помню. Машина шагнула шаг вперед, и что мы получили? Вот такую штучку. Да, конечно. Ну, ребят, могли бы как-то подумать немножечко о потребителях, о том, что все-таки люди этот автомобиль покупают, хотят на нем ездить, пытаются поддерживать российский автопром. Ребят, ну почему они думают о вас, почему не думаете вы о людях, которые на нем будут ездить? Ну что было, тяжело этот амортизатор поставить? Я не понимаю. Ладно, хорошо. Обратите внимание, что здесь произошла небольшая доработка, то есть люди, которые занимались этим автомобилем, как я еще раз говорю, это автомобиль-конструктор. Естественно, таких крыльев на родном автомобиле нету. Здесь поставили свои крылья, доработали, они пластиковые. Вот эта штучка тоже пластиковая, естественно. Ну, не знаю, кому-то нравится, кому-то нет, но внешне вроде смотрится достаточно неплохо. Покрасили они ее, весь автомобиль, то есть крылья эти в цвет покрасили, весь автомобиль, как я еще раз говорю, был перекрашен. Вот. Давайте поговорим про кузов. Смотрите. Я это делаю, не напрягаясь, видите, да? Не знаю, она вся, вон, вся и ручка гуляет, и... Ну, я не знаю, как можно сделать. Обратите внимание на зазоры. Какие зазоры у машины. И не то, чтобы ее били там и не поставили в дверь ровно. Нет, у них у всех абсолютно такие зазоры. Ну, здесь как-то держится. Давайте перейдем назад. Помните, я вам говорил в самом начале видео, что оптика здесь поменена. Тогда, когда выпускался этот автомобиль в 2009 году, на нем стояла обычная оптика. Ну, обычные фары. Чуть позже стали выпускать фары, наверное, если не ошибаюсь, в году 11 или 12 стали выпускаться вот такие вот фары. Они выпускались до 2014 года, если не ошибаюсь, вот с такими фарами. В 2015-2016, ребята, что произошло, как вы думаете? У нас же Лада шагает на шаг вперед. Что произошло? Та-дам! Фары оставили старые, как и были в 2009 году. А вот это вот уже за дополнительные денежки вы будете покупать, если вам понравится. Ну вот человек сюда вывел камеру заднего хода, я не знаю, насколько это. Ну понятно, что да, это скорее всего с Алиэкспресса, не скорее всего, это с Алиэкспресса. Сзади также автомобиль, ну чуть-чуть его до ума довести, там, допустим, поменять вот это вот, чтобы ржавчины не было видно. Какие-то маленькие нюансики сделать. Ну, в принципе, сзади автомобиль смотрится, ну, неплохо. Да, скорее всего, можно его отнести к молодежному автомобилю по внешнему виду. Единственное, что, конечно, молодежи очень хочется скорости. К сожалению, данный автомобиль не может похвастаться ни скоростью, ни чем-то еще. Вот, закрылся. Закрывается. Короче, сигнализация здесь также живет какой-то своей жизнью. Может быть, я что-то в ней не понимаю. Но пока вот я с вами разговаривал, машина сама по себе закрылась. Благо, что окна открыты. А что хотелось бы еще отметить. Одну секундочку. Я возьму ключи. Посмотрите, как открывается, закрывается здесь дверь. Она, оказывается, открылась с той стороны, а эту надо делать вот так вот. Эти дверь. Ну это что, ребята? Блять, она, по-моему, даже тут дверь задевает. Пиздец какой-то. У меня нет слов. Сядем в салон.
Стоит здесь китайский мониторчик, то есть китайская какая-то магнитола. Опять же, вопрос к заводу-производителю. Ребята, у вас стояли свои магнитолы, у вас стояли свой бортовой компьютер стоял, но почему-то в следующих новых сейчас моделях они все это поснимали, и ничего особенного в этих моделях нету. Все приходится доставлять самому. Ну вот себестоимость этой магнитолы, ну пускай рублей 500, наверное. Ребята, вам что, сложно было 500 рублей вложить в эту машину, чтобы она внешне изначально выглядела хорошо? Да, конечно, может кто-то сказать, я куплю подороже, я поставлю подороже, да, согласен. Но когда я приобретаю автомобиль, я сел, я приятно удивлен, стоит монитор, как на всех иномарках или на более-менее по хороших машинах. Здесь я этого не вижу. Ну да, еще раз говорю, здесь поставили все самим. Здесь даже есть подогрев сидений, о как. Не знаю, насколько он работает, этот подогрев сидений. Подушка безопасности стоит одна. Не факт, что, конечно, она сработает, потому что я сильно сомневаюсь. Второй подушки безопасности, как бы она подразумевалась, но поставить они ее почему-то на заводе не захотели. Наверное, сказали, что это очень дорого. Ой. Ну, что еще сказать об этом автомобиле? Может быть, давайте прокатимся, посмотрим, как это на автомобиль на ходу будет себя вести. И о чем-то еще поговорим. Не знаю я. Ну что, давайте попробуем прокатиться. Ух, почти как спортивный. О, горит АБС. Здесь включаются у нас фары. Как я себя чувствую за рулем? Никак, отвратительно, ужасно. Неудобно, просто неудобно. Выезжаем на дорогу. Блин, ну как же здесь неудобно, там все. Коробка какая-то. Как я давно на этих машинах не ездил. Ой, куда вторая-то у нас упала передача? Куда-то вниз. Ой. У меня нет слов просто. Вот я сейчас еду, и я... Ну, не знаю, мне прям настроение портится. От чего? От того, что, блин, ребята, ну, 9-й год машины. Причем еще хочу заметить, что человек пытается за этим автомобилем смотреть. У него неплохая голова, неплохие руки, то есть он сам что-то делает, ковыряется. Парень молодец, пытается что-то доделать, но старается, у него, походу, ничего не получается. Ну, не знаю, как это говно можно доделать, что-то там придумать на ней. Блин, как я этому сейчас завидую на Nissan Tiana. Блин, она вся гремит, вся трещит, она, ну, не знаю. Слышите, да? Пытаемся нажать на газ. Она еле-еле-еле пытается разогнать. Еле-еле. При том, что я ехал на пониженной передаче. Поставили третью, как положено. Вот газ в пол. И что? И ничего не происходит. Она как не разгонялась, так и не разгоняется. Что касается тормозов. Ну, да, наверное, первые два качка она тормозит. Дальше ей становится тяжелее. Видимо, тормоза начинают греться. Дальше ей становится уже тяжелее тормозить. То есть машину вроде жмешь на тормоза, она как ехала, так и едет. Тормоза очень тугие. Сама педаль очень жесткая на тормозах. То есть как будто бы не работает вакуум. На самом деле здесь все работает, но сама конструкция автомобиля таким вот образом сделана. Единственное, что еще хотелось бы сказать из плюсов, пока я еду. Здесь стоит гидроусилитель руля. Хоть что-то, ребята, молодцы. Я думал, придется качаться, когда будешь руль поворачивать. Но нет. Может и проехать девушка даже за рулем этого автомобиля. Я думаю, вряд ли она будет довольна такой поездкой. Особенно если она когда-то ездила на иномарке, пусть на самой дешевой. Я думаю, что вряд ли она будет довольна такой поездкой. Ну что, вот сейчас подъезжаем на круг. Поворотники запикали, даже поворотники есть. Блин, ну у нас, по-моему, главная дорога. Чем мы тормозим-то?
Ехать, да, конечно, можно. Удовольствия никакого я не получаю, за рулем сидеть неудобно. Я проехал всего, наверное, километр, может быть, но уже чувствую дискомфорт, я уже начинаю нервничать, мне уже хочется побыстрее выйти из этого автомобиля и пересесть в какую-нибудь иномарку, не знаю. Блин, ребята, ну за эти деньги, ну что-то можно получше взять. И наслаждаться, хотя бы наслаждаться в салоне поездкой, за рулем будем наслаждаться. Здесь, нет. Других эмоций нету. Звучит как серьезный автомобиль прям. Звук такой, выхлоп у нее стоит. Ух ты! Сейчас как будто бы с места прям, не знаю, сделаем Феррари. Стартанем и сделаем Феррари. Ну, здесь проекцию человек себе сделал на стекло. Ночью, наверное, смотрится очень прикольно. Ну, я говорю, человек, еще раз говорю, который за ней смотрит, молодец, у него и голова работает, и руки с того из нужного места растут. Кто-то пытается доработать до нее. В принципе, как он говорит, мне нравится, но просто он привык уже. И за неимением лучшего приходится ездить на этом. Конечно, человек привыкает и кажется вроде нормальным. Сейчас пересади его в какой-нибудь Volkswagen Polo или Kia какой-нибудь, никогда больше он в эту машину не сядет. Она будет у него стоять. Ну, а пока ездит, он вроде бы и ездит. Ой, передние стеклоподъемники, задние ручные. Вот это что такое у нас? А, это вот, у нас есть даже электрические зеркала. Как они управляются? Вот так вот. Ну, на самом деле, нормально. Управляются они. То есть есть комплектация, как мы видим, да, что есть комплектация только с передними стеклоподъемниками, а есть комплектация, где полные стеклоподъемники и задние электрические. Что-то затрещало, ты не слышишь? А, это она так работает, извините. Это ее обычный звук. Ну, а дальше здесь ехать. Просто побыстрее бы от нее избавиться. Ладно. Я надеюсь, вы сделаете какой-то для себя определенный акцент, покупать данный автомобиль или нет. Чем смогли, мы вам помогли. Не забывайте задавать вопросы. Может быть, что-то вам не нравится, как мы снимаем, хотели бы что-то добавить. Подписывайтесь, участвуйте вместе с нами в обзорах. Мы будем рады любой помощи в том плане, что предоставьте какой-то автомобиль. Давайте его обсудим вместе. Я только за. Пишите, обсуждайте, комментируйте. В том числе, еще раз говорю, критика воспринимается адекватно. Никто вам гадости писать не будет. Я с вами прощаюсь. Всего самого хорошего вам. До свидания. Спасибо за эфир. Пока-пока.